Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Артемий Троицкий, и в эфире видеоэпопея «Популярная советология». Сегодня у нас будет очень приятная тема, тем более это тема по заявке. Попросили меня рассказать о том, как советские люди отдыхали, как они ездили в отпуск, чем занимались в это время. Ну что ж, сначала я откину одну целую ветвь этих самых отпускных поездок, а именно ветвь заграничную. Это в последние десятилетия в порядке вещей ездить там во всякие банальные места, типа Турция, Египет или даже Таиланд. В советское время это было не правилом, это было исключением, притом очень редким исключением. Так что если вы думаете, что Семен Семенович Горбунков из кинофильма «Бриллиантовая рука», а также его временный дружок, спекулянт-форцовщик, что они такие типичные персонажи, нет, ничего подобного. В подобного рода круизы, тем более по капиталистическим, судя по всему, странам, ездили только передовики производства какие-то, ну, опять же, менты, КГБшники, блатные ребята и так далее. Чуточку более распространенным видом международного туризма были поездки в так называемые соцстраны, то есть в Болгарию, ГДР, Польшу, Венгрию и так далее. Вот. Ну и туда, надо сказать, ездить было, во-первых, не очень типично, нужно было проходить всевозможные инстанции по месту работы. Во-вторых, не очень весело, поскольку ходили там все советские люди табуном. В общем-то, не давалось им так особо расходиться. Все группы, естественно, сопровождали кадровые сотрудники госбезопасности. Но в первую очередь они, естественно, следили за тем, чтобы никто не сбежал. А такие случаи тоже бывали. Послушайте песню Владимира Высоцкого «Инструкция перед выездом за границу». Там, в принципе, в прекрасной юмористическо-поэтической форме все это дело описано. Я, кстати, тут задался вопросом, а сколько стоили эти заграничные туры для советских людей? Надо сказать, что ответа на этот вопрос у меня нет. Может быть, вы знаете, я просто ни разу не ездил, несмотря на все свое пресловутое мажорство. И не знаю, сколько стоило для советского человека, скажем, съездить по маршруту какие-нибудь там София, Варна, Золотые Пески на 2 недели в июле-августе, понятия не имею. В любом случае, все это было нетипично. А что же было типично? Типичен был отдых внутренний. Ну, я имею в виду не внутреннюю миграцию и не уход в себя в стиле дзен-буддизма. Я имею в виду отдых внутри Советского Союза. Было несколько разновидностей этого отдыха. Самое популярное и самое распространенное – это, естественно, отдых на море. Советский Союз – страна огромная, и моря в ней не так уж много, а очень хочется, особенно если море теплое и есть где прилечь, короче говоря. Ездили, естественно, чаще всего в летний период. Вспомнил на эту тему анекдот. Приходит человек, значит, к начальнику на работе. Начальник его спрашивает: скажи там, Серега, ты теплое пиво любишь? Не, отвечает Серега, терпеть не могу. А потных баб любишь? Потных баб? Не, лучше, чтобы такие были гладенькие, чистенькие. Ну хорошо, Серега, тогда в отпуск пойдешь зимой. В общем-то, начальство решало не все, но очень и очень многое, так что Сереге можно посочувствовать. Было несколько основных направлений вот этого летнего морского отдыха. Главное – это, естественно, Черное и Азовское море. И там был Крым, там было Черноморское побережье Кавказа во главе с Сочи. На Азовском море это был город Ейск. И второе морское направление – это так называемая Прибалтика. Прибалтика, в которой тоже была Паланга в Литве, Юрмала в Латвии. В Эстонии была парочка курортов, более среди них популярный был курорт Пярну. На юга, так это называлось, на юга
ездили практически все. Прибалтика все-таки была для такой более чуточку отфильтрованной категории, то есть туда ездила в основном интеллигенция, очень много евреев, скажем, в тот же город Пиарну. Там была публика такая более взыскательная, скажем так, чем на югах. Я лично, как человек взыскательный, предпочитал эту самую Прибалтику. Да, кстати, там еще был известный такой анклав под названием Калининградская область, но это было место не особо популярное, поскольку она вся была напичкана всякими военными базами, ракетами и так далее. В частности, российская калининградская половина Куршской косы была абсолютно закрыта для простых отдыхающих, зато на литовской половине там был просто рай на земле. Это был мой любимый курорт, пожалуй. Хотя, в общем-то, мне и некоторые другие места тоже нравились. Мне больше нравилась Прибалтика, потому что там были песочные пляжи, а не галечные. Черное море – это в основном галька, какие-то булыжники. Мне это никогда особо не нравилось. А вот песочек, особенно такой мягкий, шелковистый, как в Юрмале, например, это было очень здорово. Помимо песочка, это, в общем, вполне приличное, тем более по советским меркам, рестораны, неплохие гостиницы, в общем, всяческий комфорт, плюс еще некоторое количество культуры, какие-то концерты, даже какие-то там полуподпольные сейшена и прочее. В Прибалтике, в общем, было совсем неплохо. И вспоминаю я о тех поездках, в общем-то, не то чтобы с сильной ностальгией, но вполне себе нежно. На югах было менее чинно и более бардачно и менее комфортно, чем в этой самой Прибалтике. С другой стороны, там было дешевле. Определенно там было дешевле. Народу там, конечно, было больше, скучность была ужасная и на пляже, и вокруг этих самых пляжей. Но жить можно было, и очень дешево, очень дешево. Я, скажем, помню, что однажды, это было где-то в середине 70-х годов, занесло меня по хиповым делам в город Гурзуф. Я там жил довольно долго, практически бесплатно. То есть я снимал койку, а вот питался я бесплатно, потому что я обнаружил там некую блинную в этом самом Гурзуфе. Прямо, можно сказать, на набережной. Ну, как я уже когда-то говорил, когда у нас речь заходила об общепите, в общем-то, в общем ужасном советском общепите существовали такие островки, оазисы чего-то вполне съедобного. Ну, то есть одно съедобное – это было мороженое, другое съедобное, о котором мы, по-моему, тоже говорили, это были блинчики со всякими там вареньями, джемами, шоколадными кремами и так далее. Ну вот, обнаружил я такую вот блинную. Способ обслуживания там был такой, что надо было взять поднос, встать в длинную очередь, потом дойти до окошечка, из окошечка тебе, значит, выбрасывали тарелку с блинчиками, вот, ты продолжаешь стоять в этой очереди, постепенно продвигаясь, и оплачиваешь все это дело в кассе. Ну вот, а я однажды, надоело мне стоять, какой-то я был то ли усталый, то ли похмельный, и как только мне выдали блинчики, вот, я пошел с подносом и плюхнулся, значит, на ближайший столик. И смотрю я, в общем-то, никому нет дела до того, что я присвоил эти блинчики. Ну, я съел эти блинчики, вот, и пошел своей дорогой, поняв при этом, что, в общем-то, можно вполне питаться бесплатно. Так я и питался бесплатно, каюсь. Это был, по-моему, единственный случай в моей жизни, когда я занялся таким вот регулярным воровством. Более того, я научил этому трюку всех своих хиповых приятелей и подружек, и, в общем-то, так мы там все и питались. Это был типичный случай питания для так называемых дикарей, потому что вообще все отдыхающие подразделялись на дикарей так называемых и организованных курортников. Дикари – это те, кто приезжали, значит, на те же юга или в Прибалтику,
Снимали там, значит, какие-то комнаты, хотенки, домики, койки и так далее. Вот. Ну и, соответственно, питались в местном общепите, ну и достаточно независимо себя чувствовали. Организованные отдыхающие – это были те, кто приезжали в дома отдыха и санатории. Дома отдыха и санатории были или, как правило, ведомственные, то есть там от каких-то заводов, от каких-то, значит, институтов, учебных заведений, министерств, ну и так далее, вплоть до домов отдыха ЦК КПСС, не говоря уже о КГБ, естественно, дома творчества, значит, всяческих композеров, литераторов и так далее, но это была элита, а в основном это были вот эти ведомственные дома отдыха, где жили в основном работники и служащие этих самых организаций, которым дома отдыха принадлежали. Кстати говоря, были еще и студенческие лагеря, что-то типа домов отдыха для студентов. В частности, на Черноморском побережье Кавказа, где-то, по-моему, севернее Сочи, располагался известный студенческий лагерь МГУ, который, в числе прочего, привлекал студентов и свободных посетителей тем, что там отдыхали и играли всякие популярные московские рок-группы, в частности, «Машина времени» Андрея Макаревича, значит, там играл, и я их там даже однажды видел. Ну, это все как бы приятная часть повествования, но была и менее приятная. Это вот эта самая скучность. Один раз, уже на сей раз в Крыму, в Ялте, я, очевидно, из-за любви к мороженому, подхватил ангину. Была у меня страшная ангина с температурой, говорить вообще не мог. Вообще я любил болеть ангиной в юности. И меня поместили в Ялтинскую инфекционную больницу. Это был сущий ад. То есть места для меня не хватило. Я лежал в койке в коридоре. И мало того, что на противоположном конце коридора находились палаты и вообще отделения венерологических болезней, так там еще все время, буквально почти каждый день, проходили учения по борьбе с холерой. То есть тогда ходили вот эти эпидемии холеры по советским югам. Ну и, соответственно, мимо меня по коридору бегали санитары с носилками, носили, значит, на этих носилках каких-то то ли живых, то ли трупов, и было непонятно, это учение или это на самом деле холера. В общем, воспоминания, прям скажем, чудовищные. Ну ладно, бог с ним. Вторым популярным типом отдыха, и вот как вот я сейчас могу предположить, лучшим были турпоездки по стране. То есть организовывались вот эти вот туристические экскурсии, ну, как небольшого радиуса, предположим, по Золотому кольцу, так и очень отдаленные экскурсии и в Сибирь, и на Алтай, и на Байкал. Там, разумеется, никакого давления КГБ не было, поскольку за границу с Байкала не сбежишь. И лучшая разновидность вот этих экскурсий, это, конечно, были речные круизы. Их тогда в СССР было полно, были вот эти вот здоровенные белоснежные теплоходы, на него засаживаешься и плывешь себе. Я плавал несколько раз по Волге, вот, в разные стороны, и в сторону Астрахани, и в сторону Петербурга, и по Волге, и по Каме. И это было замечательно, с посещением, естественно, исторических городов, там Горький, Казань, Волгоград и все такое прочее, острова там типа Валаама. Вот, и я ужасно жалею о том, что не сплавал и по другим маршрутам. Да, значит, по Северной Двине я еще плавал, значит, Архангельск, Котлас, Сольвычегодск, Великий Устюг, Соловецкие острова. Потрясающе, незабываемо. Вообще, я бы сказал, что одни из лучших вообще моих
туристических этих экспириенсов. И вот я говорю, что я очень и очень жалею о том, что не дошли у меня руки, и не сплавал я ни по Оби из Новосибирска куда-нибудь там, Новосибирск, Барнаул и так далее, ни по Енисею. То есть были у меня такие планы, но это были такие длинные поездки, кстати, довольно дорогие, наверное, это тоже имело для меня тогда значение. Вот, в общем, так я и не сплавал, о чем, повторяю, жалею очень и очень сильно. Если вы, я обращаюсь к тем, кто меня сейчас смотрит и слушает, если вы живете в России, если вам еще не удалось, значит, каким-то образом отметиться на этих речных круизах, они происходят и по сей день. Боюсь, что стоят дофига, но оно того стоит. Очень советую сплавать. Это прекрасно. И, кстати говоря, и питание там неплохое, и каюты тоже, ну, не сказать, что роскошные, но вполне адекватные, отчасти даже уютные. Особенно если это каюты не на нижних палубах с круглым иллюминатором, а каюты, выходящие на такие уже нормальные ходячие палубы с окнами и так далее. Это потрясающе. Да, ну и разумеется, на этих кораблях там какая-то развлекательная программа, танцы, караоке там и все остальное. Так что можно и культурно тоже немного поразвлечься. Ну и последний, третий тип летнего отдыха, самый простецкий, самый примитивный, самый скучный и так далее, но при этом практичный и даже полезный. Это отдых на даче. Про дачу, может быть, я сделаю отдельный эпизод в популярной советологии, потому что дача, ну, это такой, в общем-то, важнейший институт, как советский, так и сейчас российский. Ну, в Советском Союзе дачи были у очень многих, как правило, с крохотными участками в 6 соток, но эти участки, они использовались весьма и весьма интенсивно. Учитывая дефицит продовольствия в Советском Союзе, конечно же, все растили там на грядках картошку, а многие помимо картошки еще сажали и огурцы, и ставили какие-то вот эти парники, выращивали там помидоры, а может и клубнику и так далее. Какие-то излишки могли продавать на каких-то местных маленьких рыночках. Ну, а в основном все, конечно, шло себе любимым и любимым родственникам. Так что вот я помню подмосковные электрички в летний период. Конечно, все они были забиты просто от пола до потолка и забиты дачниками, которые ехали в том числе и со всеми этими картошками и всем остальным. Вот так вот примерно отдыхали советские люди в советское время. Надо сказать, что я, конечно, был сильно зол на советскую власть за то, что я не мог там увидеть ни Нью-Йорк, ни Венецию. С другой стороны, Нью-Йорк и Венецию я с тех пор видел много раз. А вот до Камчатки я в советское время так и не добрался, а теперь уже поздно. И вот об этом я жалею по сей день. Спасибо за внимание, дорогие товарищи. Артемий Троицкий, популярная советология. Счастливо.